Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон, а мы по-прежнему в Германии. Продолжаем для вас альтернативный онлайн Дюссельдорф. И сегодня мы все еще в выставочном зале Хьюмер, при заводе Хьюмер в городе Бад-Вальзе. Мы посмотрим с вами сегодня интересный вариант Хьюмер Трамп, обновленный. Заглянем в две планировки, основная будет 695 и быстро заглянем в 680. Есть важный момент для России. Почему вообще мы смотрим эту машину? В первую очередь потому, что это самый дешевый вариант от Хьюмер. То есть по цене он конкурентен Матриксу от Adria, но на базе Mercedes-Benz Sprinter. 695-ю версию мы для вас выбрали, потому что она поинтереснее по каким-то опциям, но в принципе почти все здесь опционально. Здесь у нас 4 спальных места и 4 пассажира максимум, то есть 5 нельзя. Вот конкретно в этой планировке. Соответственно, в остальном это 3,5 тонны веса автомобиля, а все остальные размеры и технические характеристики, напоминаю, смотрим в описании. Достаточно простая такая, можно сказать, голая комплектация Mercedes-Benz Sprinter у нас здесь, поскольку, напоминаю, мы смотрим такой эконом от Hummer, потому что в основном на базе Mercedes, конечно, всегда все будет стоить в разы дороже. Но, тем не менее, все-таки это Mercedes, это вот эта автоматическая коробка на руле, ручечка, конечно, есть основные помощники. В принципе, все, что есть у нас обычно в Fiat Ducato, здесь есть, то есть Speed Limit, круиз-контроль, все вот эти вот основные опции. Мало того, в отличие, там, допустим, от Fiat, я думаю, имеет смысл здесь сравнивать, у нас вот есть электрический стояночный тормоз, который будет сигнализировать, когда мы захотим тронуться, там, и не даст нам скрежетать, и, в принципе, машина, по идее, не поедет, как это у Mercedes бывает. Ну, то есть вот эти нюансы есть. Mercedes уже есть Mercedes, но, конечно, в чем-то там, допустим, попроще. Конечно, у нас здесь есть климат-контроль, то есть не надо никакие ручки крутить, как, допустим, Fiat в базе, там уже у нас ручечки, кондиционер, не климат. Здесь даже в базе он уже есть. Старт-стоп система и автоматически, то есть глушится старт-стоп, и кнопка запуск двигателя с кнопки тоже есть. Магнитолы, мультимедийные вот этой системы модные от Mercedes нету, но в принципе вот эта аккуратная панель, сюда можно поставить какую-то магнитолу двухдиновую с большим экраном. Впереди есть вот такой кармашек. Кстати говоря, о такой базовой версии, хочу напомнить, мы с вами смотрели Notin, автомобиль Интеграл, который стоил 200 тысяч, там с лишним комплектация, которую мы смотрели. И тем не менее, там был тоже такой же вот голый Mercedes. То есть вот эту кабину в любом случае вы можете дополнительно опциями дозаказать что-то. Кстати, подрулевые лепестки есть для того, чтобы переключать передачи. Кресла у нас, конечно, в этой комплектации тоже достаточно простые, но мне они нравятся. Они удобные, они в ткани. Ткань такая, ну, как бы то, что мы часто видим в легковых автомобилях. Какого-то неудобства я не испытываю. И вот, кстати, мне очень понравились подлокотники. Не надо ничего дополнительно крутить, чтобы отрегулировать по высоте. Он у нас просто опускается вот в максимально нижнее положение и вот таким образом защелкивается. Вопрос, конечно, есть к надежности такой системы, но это только время может показать. Пока что это удобнее, мне больше нравится, чем в данном случае, чем у Fiat. Также, вот все-таки Mercedes есть Mercedes в каких-то мелочах. Например, у кресла есть вот такая поддержка, вперед выдвигается в дальней дороге, это достаточно удобно. Два диванчика у нас напротив друг друга расположены, по два человека на них сидят. Стол, конечно, раскладывается вот в такой квадратный с округлыми формами по краям, и вот располагается как нам удобно. Полностью вращается, двигается очень удобно. В этой планировке стол не опускается вниз, то есть спальное место здесь в столовой группе не задумано. Но опционально оно может быть заказано как раз-таки в 680-й планировке. По крайней мере, там точно это может быть. И касательно мест, на которых мы сидим, где ремни? Вот здесь поднимается спинка, и садится один человек, с противоположной стороны из дивана точно так же. Раскладываются две спинки, и получается, что все сидят лицом вперед. И вот здесь я хочу заглянуть в 680-ю планировку. Мы видим уже оппозитную столовую группу, то есть вот на этом диване располагается два человека, которые сидят, вы можете видеть сейчас прямо ремни. Вот здесь может опускаться стол, и получаться еще одно спальное место из столовой группы. Соответственно, кровать, как мы видим, нету здесь опускаемой кровати, просто потому что ее не заказали, поэтому мы вам и показываем другую модель. Здесь так же, как и в нашей основной модели, может присутствовать опускаемая кровать, и получится одно в столовой группе, два в основной спальне и два на опускаемой кровати. 5 спальных мест, 5 пассажиров. Встает вопрос, где пятый? Два здесь, два в кабине.
На маленьком диванчике около двери на вот этом у нас также раскладывается, можно заказать, сейчас здесь нет, поэтому не показываем, но так же, как и в модели 695, может подниматься кресло, и еще один человек едет лицом вперед. И, кстати говоря, об опциях. Обе эти модели в одну стоимость, но тем не менее здесь мы видим уже вот эту полноценную от Mercedes мультимедиа панель, и на руле тоже вторая панель, присутствуют кнопки, сенсорная панель, которая управляет этой мультимедиа. Почему? Потому что здесь нет опускаемой кровати, и вот как бы цена опускаемой кровати, по сути, ушла в мультимедиа. Вот эти вот опциональные кубики Лего можно собирать так, как вам необходимо. Соответственно, если вам захочется, чтобы была и опускаемая кровать, и вот та планировка, но при этом вот все-таки необходимо это мультимедиа, просто придется за это сколько-то там доплатить по прайс-листу. Также в 680 модели чуть-чуть другой вариант спальни основной, то есть у нас две раздельные кровати как бы по краям, которые соединяются подушечкой, то, что мы в принципе часто видим в том же Матриксе. Вот в этой планировке в принципе все можно собрать, что мы смотрим в 695, и сейчас возвращаемся в 695 модель. Кухонный блок достаточно такой простой, лаконичный, большая рабочая поверхность, ну, вернее, сама поверхность небольшая, но когда закрываем стекло, она вполне себе приемлемая. Плита на 3 огня, кстати, к плите мы еще вернемся, газовая. Что еще тут у нас интересного? Мойка алюминиевая, вот такая с углублением, есть, кстати, небольшая вот такая ямочка. Наверное, чтобы здесь стояло какое-то мыло или что-то еще, я не знаю. Ну, в общем, такой вот какой-то перелив или я не знаю. Напишите в комментариях, что думаете по поводу вот такого решения мойки. Для чего нужна вот эта маленькая ванночка с отдельным сливом. И почему она реализована именно так, а не перелив здесь, если это перелив. Кран точно такой же, как мы видели в самом дорогом интеграле. Ну, не самом дорогом, но дорогом интеграле, трехоснике, который мы смотрели в прошлом обзоре, тоже от Hummer. Если не видели, смотрите этот обзор. Все, в остальном столешница простенькая, вот это вот решение, конечно, оно такое на любителя, но мне почему-то вот здесь оно нравится, хотя я любитель каких-то, в общем-то, более современных дизайнов, а это напоминает какие-то обои, но как-то оно здесь органично вот у Hummer вписалось, что мне даже вообще не режет глаз. Металлическая вот такая небольшая полочка, здесь выше спрятались две розетки 220 вольт, наверное, кстати, вместо этой полочки можно здесь поставить какую-нибудь полочку для кофемашины. И для капсул, конечно, отдельную полочку надо поставить. Здесь выше небольшой ящик спрятался рядом с опускаемой кроватью. Мы ее сейчас позже посмотрим. Ниже в кухонном модуле сделана большая дверь, шкаф, что мне на самом деле нравится, потому что часто делают много ящиков, и вот все ящики, а шкафчик, с другой стороны, ничего не выдвигается, тоже может быть. А здесь и ящики сделаны, и шкафчик. Это, мне кажется, интересно. В нижнем ящике мы видим, кстати, вот такое мусорное ведро, небольшое, но при этом оно фиксируется на стенку, что немаловажно, что все это зафиксировано, не болтается в дороге, и оно есть. Это не единственное мусорное ведро, второе находится на двери, мы позже посмотрим, но вот это для кухни такой контейнер. Холодильник Тедфорд, компрессорный, расположен с обратной стороны, то есть при входе. К разговору о компрессорных холодильниках снова повторю, он более эффективен в первую очередь тем, что менее капризный к перепадам температуры, то есть независимо от того, сколько у вас там на улице и так далее. Что не скажешь про универсальные холодильники, работающие от газа. Да, он не работает от газа, но, как правило, ставится больше объем аккумуляторов в такие дома, и как-то отдельно этот вопрос решается. Не так, чтобы много он потребляет на самом деле. То есть это такой холодильник, как у вас дома. Вот он будет есть электричество точно не больше, чем домашний. И здесь это не просто решение того, что сейчас это часто встречаются, стали ставить компрессорные холодильники в 2021 году. Мы встречали их у Адрия на дилерской конференции. Здесь, в этой машине, это реально важное решение. Мы еще придем почему. Что хочу сказать дальше. Здесь на входе мы видим вот телевизор на такой подставке гибкой. То есть он у нас очень большую амплитуду имеет движения. Мы можем его развернуть как сюда, так и в сторону спальни. Alphatronics телевизор производителя, вот он здесь разместился. Дальше над входом, вот над этой панелью, которая подсвечивается светодиодной лентой. И, кстати, я, по-моему, в прошлом обзоре жаловался, что в зеркало очень неприятно, тоже в Hummer отражалась светодиодная лента. Так вот, здесь она сделана так, что она
наклеена, что я ее не вижу, как бы я ни смотрел, и плюс она скрыта в софтбокс. То есть даже она отражается от глянцевого вот этого фасада и никак не бьет в глаза. Вот на мой взгляд, вот если делается лента, должна выглядеть она таким образом. Единственное, что смущает, что вот этот провод как-то неаккуратно здесь начинает свисать, но это надо, наверное, как-то его в подставку получше заправить. Крючочки есть небольшие, вот эта глянцевая поверхность, как уже сказал, и выше пульт. Пульт и Hummer в этом году много где встречается, похожие, которые мы часто всегда видели в Adria. Вот такие простые сенсорные кнопки, нажимаем, видим индикацию, и также можем включать, отключать, скажем, помпу, видеть подключение к сети кемпинга и, конечно же, отключить целиком пульт. Пульт управления печкой Трума у нас далее следует, но к печке Трума мы обязательно отдельно вернемся и про нее поговорим. Выше здесь вижу какой-то блок управления антенной. Видимо, здесь уже стоит антенна, которая у нас к телевизору дает сигнал, который тоже повесили в этой комплектации. Над холодильником забыл показать, ну, такой объемный, обыкновенный шкафчик. Я бы сюда микроволновку какую-нибудь впихнул, и было бы вообще замечательно. Одна из главных причин, почему мы выбрали для вас сегодня именно подробно посмотреть эту модель, это потому что здесь стоит эта опускаемая кровать. Напомню, она может быть и в других моделях Hummer Trump, но здесь она просто есть, а показать ее хотелось. В принципе, все стандартно по кровати, она запирается ключиком, как это мы часто встречаем у Hummer, но вот ее надо вот так включить. Что понравилось, она очень быстрая, и она как-то так монументально висит, очень интересные какие-то крепления сделаны. То есть она... Что я там сделал? Нет, все нормально, опустилась вот кровать. Очень какие-то такие крепления, которые позволяют ей двигаться, она вот прям не шатается, очень уверенно стоит. Очень, короче, приятная кровать и едет прямо реально быстро. Я не любитель электрических кроватей, как вы уже могли слышать в каких-то прошлых обзорах, но здесь она того стоит. Она реально удобная. И касательно того, что часто спрашивают, не закрывает ли кровать проход, вот такое интересное решение здесь сделано. Вырез, конечно, он немного съедает пространство у кровати, но тем не менее, чтобы выйти на улицу при опущенной кровати, нет необходимости пригибаться. Я вот таким образом раз, вошел и вышел. Да, немножко тесновато, но пройти можно. Плавно мы подошли к санузлу. Ручка здесь очень приятная, такая крепкая, монументальная. Вообще дверь достаточно жесткая, при том, что имеет такую выгнутую форму для экономии прохода в спальню. То есть, когда мы закрываем ее в туалет, это у нас вот такая обтекаемая форма. При этом она идеально стыкуется с остальным пространством и перекрывает проход. Но есть только один вопрос. Замок — это вот непонятно что. То есть он не защелкивается автоматически. Нужно тоже нажимать ручку, то, что у нас было и в Нисмане. Но здесь он еще как-то абсолютно странно, по-извращенски встает, и если просто потянуть ручку на себя, он открывается, надавить на дверь. Возможно, это какое-то специальное решение, но при этом, если мы до конца нажмем на дверь, он тоже не попадает. И когда мы делаем обратно, это выскакивает. Я не знаю, почему так это сделано. Ну, то есть, сделать можно, привыкнуть можно, держится все хорошо. Вопросов к качеству нету, но само концептуальное решение мне непонятно. Hummer, если вдруг вы смотрите, кто-то из вас этот ролик, напишите в комментарии или как-то нам в личку, что вас сподвигло, мы исправимся, извинимся, если что-то не так. Почему это сделано вот таким каким-то странным образом? Абсолютно непонятно, почему так сделана дверь. Туалет у нас с правой стороны, Тедфорд, электросмыв, крышечка такая из мягкого пластика. Нижняя часть тоже пластиковая, то есть туалет полностью Тедфорд пластиковый. Ну вот я был вынужден постучать, то есть на вид он производит впечатление хорошее. Небольшой шкафчик, закрывается, конечно, на защелку. Здесь есть розетка 220 вольт, выключатели всякой разной подсветки и раковина в уголочке из пластика, достаточно плотного пластика. Сделана она вот в углу у нас. Кран тоже пластиковый, ну то есть в принципе здесь все такое максимально облегченное. Потому что, напоминаю, важный момент, эта машина 3,5 тонны. То есть она попадает в Б-категорию. Как правило, когда появляются дополнительные утяжеления, такие как минимум керамический унитаз или еще что-то, очень часто все, эта машина уже выходит из Б-категории. У нас это там двухосные или даже если одноосные, какие-то усиленные рамы и так далее. И мы уже не попадаем в нашу стандартную любимую легковую категорию прав. И со всеми вытекающими отсюда. Здесь это все вот так вот облегчено, решено, но в целом достаточно стильно, четко, аккуратно по делу. Ну, как Hummer, в принципе, умеют и могут. С противоположной стороны душевая кабина.
Она фиксируется пластиковым фиксатором наверху. И из трех таких секторов, трех сегментов у нас получается дверь, которая создает вот эту угловую душевую кабину. Зайду сейчас посмотрю внутрь по объему. В принципе, места мне здесь достаточно, то есть я легко поворачиваюсь, каких-то проблем не испытываю. Хотя вот чисто от дверок мне немножко не хватает какой-то монументальности, может быть. Но внешне решены они достаточно стильно. Плотное какое-то оргстекло, я так понимаю. Рисунок на нем достаточно приятный. Душ вот такой формы цилиндрической здесь реализован. На рейлинге двигается вверх-вниз. И в том числе светодиодная подсветка за каким-то силиконом спрятанная у нас по всей душевой кабине. Душевая кабина, конечно, пластиковая. Что весьма интересно, что на небольшом пространстве здесь достаточно просторно получилось за счет вот этой изогнутой формы, видимо, двери. Я имею в виду вот этот проход в основную спальню. И при этом нет ощущения вот этой рубленности. То есть закругленные формы создают какую-то такую отдельную здесь гармонию. Раздвижными дверями у нас закрывается спальня. Они состоят из трех частей, то есть две маленьких и одна большая. Дверки, конечно, такие достаточно тоненькие, легенькие. В принципе, к их креплению вопросов нет, они достаточно хорошие, ничего нигде у меня ни разу не заело, не соскочило, пока я их подергал туда-обратно. Вот. Единственное, если чуть-чуть потянуть за ручки, они снимаются. Их можно было бы, наверное, и приклеить. А вот, кстати, зато благодаря тому, что они снимаются, я вижу, что они сделаны из фанеры двери. То есть дверка у нас целиком фанерная, это не какой-то ДСП. Но ручку приклеить, наверное, не проблема. А может быть, это просто выставочный образец. Так торопились сюда поставить, что забыли приклеить ручки. Это в любом случае мелочи. Лесенка лежит вот здесь у нас на кровати. Не знаю, наверное, ее логичнее хранить на опускаемой кровати, потому что эта лесенка именно для нее, чтобы было удобно забираться. Хотя обычно мы, конечно, залазим без проблем и так на эту всю опускаемую кровать. Справа гардеробчик есть у нас от кровати, и слева еще один точно такой же гардеробчик. Два симметричных, в них включаются светильники. Ворчать про то, что они точечные, уже не буду, но, конечно, хотелось бы светодиодную ленту вертикальную. Именно в этой планировке мне понравилось то, что есть вот эти огромные окна. Вот реально классно то, что в спальне сделаны вот такие огромные просто панорамные окнища. Сейчас откроем их. Раз, два, три, четыре. Ручки, конечно же, раздельные, но вот такое огромное окно у нас получается с одной стороны и точно такое же симметрично с другой. В изголовье кровати еще два небольших ящика, свет освещения, включается точечный спот и вот светодиодная лента. Также есть USB порты 12 вольт и 220 вольт розеточка в изголовье. Ну и еще, конечно же, персональные светильнички, которые мы встречали уже у Adria, по-моему, и в принципе часто встречаем. Мы касаемся, включается синяя подсветочка вокруг кнопки, нажимаем второе нажатие и включается вот этот вот такой спот. Не забыли в целом здесь и о комфорте для пассажиров, путешествующих на опускаемой кровати. То есть есть еще с двух сторон вот такие светильники на гибком приводе, светодиодные. И у него в основании, конечно же, есть USB-розетка. Мало того, в изголовье кровати наверху, в потолке у опускаемой кровати тоже есть еще точечные светильники. Дверь меня в целом входная здесь порадовала. Она такая основательная, монументальная. Покрытие самой двери металл, из которого сделан весь корпус. То есть это все не пластиковое, а алюминиевое. Звук очень приятный у закрытия двери. Вот такая раз, щелкает, прям почти как входная основная дверь. Со внутренней стороны у нас вот такая ручка, мы можем взяться снизу сверху за педальку, и наверху еще одна хромированная, чтобы было на уровне роста закрывать. Само покрытие внутри двери, конечно, такое, простенькое, легкое, облегченный такой пластик. И вот здесь, в принципе, есть место под еще один замок. Можно, видимо, его опционально поставить или уже врезать дополнительно после покупки. Шторка, конечно, закрывает дверь, и мусорное ведро, про которое я ранее сказал. То есть, кроме кухонного мусорного ведра, есть еще одно на двери, которое вот таким образом снимается. И на самом деле мне вот эти ведра целые симпатичнее, если честно, чем те, которые раскрываются и не снимаются с двери, которые стали новинкой у Adria. И, в принципе, много где начинают встречаться такие откидные двери, не только у Adria. Не знаю, мне больше нравится вот, которые можно повесить. Но это вот пишите в комментариях ваше мнение, тоже достаточно вкусовая вещь. Кстати, ведро сделано из очень такого приятного мягкого пластика. Оно в целом не гремит и не должно сломаться. И вот дошли мы с вами до главного момента про печку, то, что я обещал сказать. Трума у нас здесь установленная дизельная. То, что мы можем видеть по вот этому квадратному отверстию, которое всегда именно у дизельной трумы.
То, как мы любим. То есть печка берет дизель из основного бака, и вы не останетесь без тепла, вы не привязаны к газу, и это вот классно, что здесь так сделано. То есть газ нам нужен только для газовой плиты и там холодильника, но, как видели мы в этой комплектации, холодильник у нас компрессорный, поэтому в любом случае нам не понадобится газ, он нам нужен совсем чуть-чуть, только вот приготовить еду. Здесь у нас лючок кассеты биотуалета, Тедфорд, оп, все по классике. И в следующем лючке у нас как раз-таки газовый отсек, и он, как мы видим, очень маленький, то есть сюда мы ставим какой-то просто небольшой баллон, который у нас обеспечивает исключительно плиту. Багажник у нас здесь достаточно простой, большой, просторный, светлый, в принципе ничего больше необычного нет. Две розетки 220 вольт под ваши гаджеты сюда выведено, 350 килограмм максимальная нагрузка. На двери даже в таком экономе у нас как бы есть все равно вот этот фирменный кармашек от Hummer. Из приятного, что можно сказать, с противоположной стороны сквозной люк, он меньше размером, и благодаря этому реализован вот этот рейлинг для крепления грузов, на который ставятся колечки, он полностью вот так вот буквой «П» замыкается по периметру, и это на самом деле интересно, потому что у вас есть вот это огромное место, для куда вы можете установить системы какие-то крепления, хранения. И также наверху, в правом верхнем углу, есть тоже рейлинг для колечек системы хранения. Светильник у нас один, он расположен вот около большой двери. Hummer Tramp S95 мы сегодня с вами посмотрели и быстренько заглянули в Hummer Tramp 680. Напоминаю, в 95-й версии планировки есть только 4 места пассажирских и 4 спальных. Ну, конечно, спальня там может... Нет, спальня здесь опционально даже не устанавливается, вру. А вот именно в 680-й планировке есть возможность сделать опускаемый стол в столовой группе и 5 ремней безопасности. И также поставить опускаемую кровать. Вот, в целом, вот то, что мы видели сейчас здесь, обе машины стоят одинаково 80 тысяч евро для Европы, их цена, что достаточно низкая цена для машин на базе Mercedes-Benz Sprinter и вообще для Hummer, для премиальной марки автомобилей. Марки автодомов, конечно, в первую очередь. Также здесь, хочу отметить, был у нас достаточно голый Mercedes, как мы видели. Здесь это компенсировалось отсутствием кровати, но такой более расширенный мультимедиа. То есть все это можно опционально как-то собрать, как вам необходимо. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!